Всем привет! Сегодня мы поговорим об объективе, который отлично дополняет Tamron 28-75 мм с диафрагмой 2.8, о котором я говорил в предыдущем видео. И дополняет он его в теледиапазоне фокусных расстояний. Если стандартный зум-объектив заканчивается на 75 мм, то этот объектив на них только начинается, и у него диапазон от 70 до 180 мм. Это не полноценный обзор, а скорее первый взгляд на данный объектив, потому как я провел с ним не так много времени, и в этом видео я расскажу, на что способен этот объектив, на мой взгляд, и для чего он вообще нужен. Поэтому устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, телеобъектив. В данном случае это 70-180 мм с диафрагмой 2.8, но все, что я скажу, подойдет также и к объективам 70-200 мм. А нужен он, чтобы влиять на компрессию и изменять перспективу нашего изображения. Потому что вы можете снять один и тот же объект на 28 мм, подойдя при этом к нему близко, потом в тех же пропорциях примерно снять на 75 мм, и потом в тех же пропорциях, отойдя подальше, снять его на 180 мм, и вы получите три разных изображения одного и того же объекта, только с разными перспективными искажениями. Вот чтобы влиять на перспективу, создавая компрессию в нашем изображении, и нужен как раз телезум-объектив. Я не спорю, что есть объективы, которые нужны нам для того, чтобы дотянуться как раз до каких-либо объектов. Например, до льва в саванне или летящего истребителя, в случае, если мы снимаем его с земли. И в таком случае я бы как раз смотрел в сторону объектива Sony 200-600 мм, который позволяет нам дотянуться до объекта в случае, если мы не можем подойти к нему ближе. Но такие объективы, как 70-200 мм, в данном случае это 70-180 мм, берутся ради другого, для того, чтобы передать другие пропорции одного и того же объекта. Это касается, например, съемки продуктов, потому что если мы возьмем объектив 28-75 мм и будем снимать на 75 мм, мы можем неправильно передать пропорции того или иного продукта. То же самое касается бьюти-портретов. Когда мы снимаем портрет крупным планом, настолько, что у нас в кадре остается только лицо модели, там фокусное расстояние точно так же влияет на пропорции лица. И есть же разница между съемкой лица крупным планом на 28 мм и 75 мм. То есть на 28 мм у нас будет искаженное лицо на весь кадр, на 75 оно также искаженное, но только в меньшей степени. И вот если мы хотим избавиться от этих искажений и получить что-то более пропорциональное, то нам и нужен теледиапазон, который начинается как раз от 85 мм, 100 мм, 135 мм и так далее. В общем, компрессия и влияние на пропорции – это первое, для чего нужен этот объектив, на мой взгляд. Второе, для чего он нужен, это для того, чтобы не было вот этой возни с фокусными расстояниями. Потому что когда не знаешь, какой тебе объектив нужен, тебе нужно 85 мм, 100 мм, 135 мм или что-то дальше. Можно просто взять себе зум-объектив и не мучиться с фиксированными фокусными расстояниями. Например, если мы снимаем модель на объектив 85 мм, то нам нужно отойти от нее на определенное расстояние, чтобы снять ее в полный рост. Если мы снимаем на 135 мм, то нам нужно уйти еще на большее расстояние от модели, чтобы опять же захватить ее в полный рост. И вот как раз вот эти манипуляции могут быть очень дискомфортными. И зум-объектив нам в этом случае помогает, тем более, который начинается с 70 мм. Мы можем выбирать в теледиапазоне комфортное фокусное расстояние даже в плане пространства, потому что не в каждом пространстве можно уместиться с определенным фокусным расстоянием. И третья задача, которую может решить этот объектив, на мой взгляд, это для того, чтобы выделиться с изображениями среди толпы, так сказать. Потому что и фотосъемка, и видеосъемка, и вертикальная съемка видео Reels в соцсети, они могут выделяться как раз при помощи телезум-объектива. Картинка однозначно будет отличаться от того, что может дать стандартный зум-объектив, и, соответственно, это может дать большое преимущество для того, чтобы выделиться среди других создателей контента
и творчество. Теперь давайте поговорим о том, что мне понравилось в данном объективе. Во-первых, он легкий и компактный, особенно для объектива, который примерно с диапазоном 70-200 мм. Он считается прямо очень легким. Заодно только это качество его можно рекомендовать, потому что неохота таскать с собой 1,5 килограмма, если можно взять всего 800 грамм, и при этом получить тот самый необходимый теледиапазон. Второе преимущество этого объектива в том, что он достаточно резкий, и это как раз ему позволяет заменить те самые фикс-объективы в теледиапазоне. То есть не нужно иметь там 85 мм и 135 мм, достаточно иметь один такой объектив, и если вам хватает его светосилы f2.8, то он с легкостью заменит фиксированную оптику. И третье преимущество – это автофокус. Он действительно очень быстрый, и это тот самый автофокус, который также появился во второй версии объектива 28-75 мм. То есть у вас не будет никаких проблем в плане автофокусировки ни в фотосъемке, ни в видеосъемке. А поскольку у Tamron открытые протоколы для камер Sony, то этот объектив работает на камере Sony точно так же, как родная оптика. И еще одно небольшое преимущество, которое скорее, наверное, касается камеры Sony Alpha 7 IV, чем объектива, но тем не менее. Стабилизация с этим объективом работает отлично, я снимал видео с рук, и картинка выглядела довольно стабилизированной. Корпус имеет определенную степень погодозащиты, несмотря на выдвигающийся хобот, так называемый. Но лично мне не нравится то, что в этом объективе, в отличие от второй версии 28-75, используется старое покрытие корпуса, которое подвержено царапинам, и вот объектив, которым уже пользовались, на нем достаточно хорошо видно следы эксплуатации. И само качество пластика тактильно мне не очень нравится. В остальном я даже не знаю, к чему здесь можно придраться. За свои деньги это отличное дополнение как раз к стандартному зум-объективу. Если у вас есть 24-70, то тем более этот объектив весит столько же, как и 24-70 мм. Это не 28-75, который весит всего 500 грамм. И вы получите отличное дополнение в теледиапазоне. А если вы выбираете этот объектив в пару к объективу 28-75 мм, то у вас появляется еще один плюс, потому что у этих объективов одинаковая резьба под светофильтры и одинаковый размер крышек. То есть вам не обязательно покупать два отдельных светофильтра разного типа под каждый из объективов. Можно пользоваться одним. Данный объектив для теста мне предоставил магазин «Бутик фототехники», за что им очень благодарен. И этот объектив я сам выбрал для своего теста, потому что я считаю, что это отличное дополнение как раз к стандартному зум-объективу. Если вы не видели мой обзор на этот объектив, то я очень рекомендую вам его посмотреть. Ну а на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы, как всегда, можете оставить их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Не забудьте поставить лайк этому видео, и также поставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал, если вдруг до сих пор этого не сделали. И всего вам доброго!